Приветствую, бойцы! Хотите послушать историю про самый крутой в мире файтинг? Конечно же, я говорю о The King of Fighters. Игра, которая подарила нам таких замечательных персонажей, как Йори Ягами, Терри Богарт, Гейс Ховард и, конечно же, Польнарев. В смысле, вы не знаете? В смысле, впервые слышу? Вы что там все? Ах, угораздило же меня создать канал по непопулярным на территории СНГ файтингам, но именно по этой причине данный ролик будет дебютным. The King of Fighters, или же сокращенно KOF, по каким-то причинам остается в тени для игроков из нашей великой и необъятной, и по моему скромному мнению заслуживает куда больше внимания. Тут уже Терри в 6-й Street Fighter добавляют вместе с Май Ширануй, а мы даже не слышали про KOF. В своем дебютном видео я расскажу вам про достойную серию игр The King of Fighters, про ее культовых персонажей, которых вы могли видеть в других играх, причинах невысокой популярности, о прошлом, настоящем и будущем. И если тебе уже нравится тематика канала, то подпишись, прожми лайк и напиши комментарий для продвижения. Для вас контент, а для меня больше возможностей пропихнуть крутые японские файтинги в массы. Приступим. Вернемся в далекий 1991 год. Популярный на тот момент второй Street Fighter вовсю набирает обороты и начинают появляться конкуренты. Среди них был и файтинг под названием Fatal Fury King of Fighters от компании SNK. Игра с драками на платформах и Терри Богартом в главной роли, который участвует в турнире Король бойцов ради победы. Набор не самых легких приемов, несбалансированные боты, про босса вообще молчу. В общем, игра банальная, незамысловатая, но со своей изюминкой в лице перемещения по платформам и своеобразной историей о турнире, закончившейся местью старому врагу за гибель отца. Звучит, возможно, скучно и неинтересно для нашего времени, но не забывайте, что тогда на дворе были 90-е, и подобные боевички заходили на ура. Только под заголовок King of Fighters позже ушел к совсем другой игре, так еще и артикль Z добавили. Спрашивается, а в чем смысл тогда вообще? Дело в том, что разработчикам захотелось столкнуть в одной игре персонажей из двух своих игр, Fatal Fury и Art of Fighting, и вообще сделать битэмап. Но немного обдумав все возможные варианты, было принято решение делать файтинг, а заодно напихать туда персонажей из других игр компании, таких как Metal Slug, Psycho Soldiers и других. Ну и разумеется, каждая команда представляла определенную страну, а команда, в которой находился главный герой, выступает за Японию. Кто бы мог подумать. Кио Кусанаги, так зовут главного героя. Школьник, который обучается боевым искусствам и стилю владения огнем. Вот такой вот, кстати, был стартовый ростер первой игры. Хотя я все еще считаю, что лучшим решением SNK было добавить ББ и Шевцова в одну команду. По итогу игра неплохо так выстрелила. Главной особенностью данного файтинга было то, что играть приходилось не за одного бойца, а сразу за команду из 3 человек. Один проиграл, не беда, выходит следующий. И так, пока у одной из команд бойцы не кончатся. Впоследствии эту фишку апгрейднули и дали игрокам возможность собирать свои собственные команды. Ну и одиночный режим на автоматах тоже был предусмотрен. Хоть игра и не была прям настолько популярной, как тот же Street Fighter или набирающий обороты Mortal Kombat, но находила отклик в сердцах людей, причем настолько сильный, что разрабы выпускали новую часть каждый год, называя ее в честь даты выхода. Например, The King of Fighters 95, где очевидно, что последняя цифра указывает на год выхода игры, а не потому, что это 95-я по счету игра. Файтинг пришелся по душе многим людям. Были, правда, разве что проблемы с переводом на английский, которые порождали свои мемные ситуации. Больше всего в KOF играли на территории Японии, Испании и США. Почему об этом файтинге не было слышно в России? Да все просто. Игровые автоматы Neo Geo были вещью, которую в принципе позволить не каждый зал мог, не говоря уже о геймерах в принципе, потому что покупать себе в дом игровой автомат или его портативную версию решение сомнительное, в том числе и в финансовом вопросе. Гораздо проще толкнуть более компактную Nintendo или Sega, хочешь к телеку подключи, хочешь с собой таскай, а тут тебе огромная махина, занимающая площадь как советский шкаф. О судьбе Neo Geo в России в принципе мало что известно, однако по всему миру они славятся тем, что это первые автоматы, которые включают в себя не только одну игру, а позволяют менять их при помощи картриджей. Проще говоря, это домашний игровой автомат. Все равно, что компьютер, только сделанный специально для игр. Думаю, спекулировать на эту тему особо нет смысла, ведь факт в том, что не завозили к нам Neo Geo на пике их популярности. Потому странам СНГ было попросту неоткуда знать ни про Fatal Fury, ни уж тем более про ваш KOF. А если нет игры, то не будет и перевода на русский, ни пиратского, ни официального.
Но это до поры до времени. Возвращаясь к истории серии, хочется отметить, что невзирая на то, что KOF штамповали каждый год, игра не стояла на месте и развивалась графически, а каждая новая часть серии радовала доработанной старой либо необычной новой механикой. Именно в KOF впервые зародилась механика использования страйкера. Нет, я не про тебя! Страйкеры или нападающие — это бойцы, которые могут в определенный момент боя помочь вам. Благодаря ним вы можете сбить противника, прервать комбинацию, задержать или же использовать для своего комбо-потенциала. Механика использовалась аж в 3 частях серии, и в каждой из них функции страйкеров могли меняться. И механика такая просуществовала с 1999 год по 2001. После чего разработчики переключились на другой план развития игрового процесса. А вот спустя более чем 20 лет эту фичу мы можем видеть в файтингах JoJo All-Star Battle R и в новой части Mortal Kombat, где это красиво назвали камео-бойцами. Вы офигеете, но ведь когда-то у компании SNK был кроссовер, и не один. И назывались эти игры SVC или же SNK vs Capcom. Первые не могли не вдохновиться вайбом Street Fighter, так что их общий коллаб был лишь вопросом времени. Серии, как правило, включали в себя множество бойцов от обоих команд разработчиков, причем самой первой игрой занимались по большей части Capcom, и по графике это очень заметно, ведь основные спрайты были взяты из-под серии Street Fighter Alpha, а вот для персонажей SNK пришлось приложить немалые усилия, ибо не все фигуры короля бойцов хорошо смотрелись в мультяшном стиле. В игре можно было даже выбрать механику, с которой вам удобнее играть. Нравится привычный стиль Street Fighter с 3 уровнями суперов? Да пожалуйста. Привыкли к механике классической шкалы SNK? Милости просим, тут все найдется для каждого. Хоть файтинг и не имел единой целостности сюжета, за победу над боссами в разных категориях можно было разблокировать разных персонажей или купить их. К тому же у некоторых бойцов были X-версии, которые меняли определенную часть приемов. Зачем вообще нужны были такие бойцы? В играх SNK персонажи могут кочевать из одной игры в другую. Для упрощения или других причин один и тот же прием мог выполняться в разных частях по-своему, не говоря уже о том, что при эволюции некоторых бойцов менялся их список приемов, а людям, которым полюбился старый мувлист, было горестно от осознания такой потери. Абсурдно, но так и есть. У того же Кёку Санаги, начиная с KOF 96, меняется часть мувсета. Но вот фанатам настолько полюбился классический список приемов Кё, что разработчикам периодически приходилось включать альтернативный мувлист для него в большинстве частей, с возможностью его задействовать в разных случаях в зависимости от игры. В общем, учли все, возможные микромоменты с обоих сторон. И если первая игра вызвала резонанс, то можете себе представить, какой восторг люди испытали, когда вышла вторая часть, где было еще больше персонажей. Выход сиквела был лишь вопросом времени. Но кроссовер был также и со стороны SNK. Назывался он SNK vs Capcom Chaos, ну или SVC Chaos. Не такой графонистый и мультяшный, как в исполнении Capcom, но тоже заслуживающий внимания. Хотя бы за счет более сложной механики, что в свое время вызвало подгорание у многих игроков. Но дьявол кроется в деталях, и если поиграть в SVC достаточно долго, можно заметить, какой же тут офигенный комбо-потенциал. А заключается он в механике отмены, которая позволяет увеличить потенциальное количество ударов от спецприемов и не только. Проще говоря, система позволяет отменить один спецприем в другой, при этом потратив немного от общей шкалы силы. Иными словами, когда набирается максимум, вы в течение ограниченного времени можете выполнять, комбинировать отмены спецприемов, ульт и так далее, тем самым нанося противнику очень много урона. О чем речь, если игроки до сих пор находят инфиниты или тоды? Для тех, кто не шарит, инфинит — это способ бесконечно наносить противнику удары, а тот — это комбо, который может снести все здоровье. Конечно, в свое время данный файтинг не был оценен по достоинству, да и офигенный комбо-потенциал был упущен хотя бы за счет того, что тайминги для некоторых отмен были довольно низкие, и не каждый любитель файтингов мог похвастаться отменной реакцией. Однако, спустя чуть более 10 лет, SNK переиздали эту игру для ПК и других платформ. В общем, контора SNK на моей памяти это чуть ли не единственные разработчики, кто не забывает о своих старых популярных проектах и периодически делает переиздания для игроков на ПК, что в свое время редкость. А качество и детализация пиксельных спрайтов до сих пор радует глаз. Поэтому, если вдруг вам захочется ощутить экспириенс от какой-то части или издания, загляните в Steam. Вероятно, какая-то из этих игр вышла на ПК. Все это, конечно, звучит круто, но вот Capcom не всегда так дружественно относилась к SNK из-за конфликта многолетней давности. Разработчики задолго до KOF создавали игру под названием Art of Fighting, где главным героем выступал Рё Сакадзаки. Создан он был как дань уважения бойцу Рю из Street Fighter. Если даже банально сравнить их, у них есть схожие детали.
Но эти детали только наличие кимоно и пояса. То есть персонаж был вдохновлен Рю, но как таковых сходств сильных не имел. Даже список приемов, кроме разве что апперкота, имел свои отличия. Но Capcom такой жест благодарности не оценили, от слова совсем. Они решили, что SNK в наглую плагиатит их детище, или вообще подлизываются. И поэтому, недолго думая, они сбацали свою ответочку – Дэна Хибики. Персонаж по сути своей высмеивал всю игру Art of Fighting. Его внешность была взята у Рё, а прическа досталась от Роберта Гарсии, другого персонажа серии. У Дэна были максимально схожие приемы, его снаряды имели низкую дистанцию, а одна из его ульт — это насмешка над противником, которая по факту не имела никакой практической пользы в бою. По сути, весь Дэн — это одна большая рафляночка над SNK во всех смыслах, причем не самая приятная. Да только вот фанатам серии Street Fighter боец наоборот понравился, что стало неожиданностью с обоих сторон. И стал ли их общий кроссовер перемирием или мирным заключением, все еще неизвестно. SNK, конечно, делали вид, что не замечали насмешек, однако, в отличие от громогласного конкурента, разработчики Кофа делали более тихие ответки, используя другого персонажа, Юриса Кадзаки, которая каждое свое появление стабильно коммуниздила прием какого-то персонажа Capcom. И неважно, будь то нормалы, спецприемы, суперы, эта девочка добиралась до всего, до чего могла, включая и другие игры. А чтобы было не так палевно, некоторые приемы были взяты от своих же персонажей. Неизвестно, как долго длился конфликт, да и был ли он вообще, потому что все части кроссовера выходили с 2000 по 2003 год, а Юри все так же продолжала подворовывать приемы персонажей Capcom, да и сами разработчики Street Fighter что-то не сильно поработали над Дэном. Так что до сих пор непонятно, то ли компании все еще тихо воюются, то ли это обоюдные рофлы друг над другом. В любом случае, сейчас никаким конфликтом и не пахнет. Вон, Терри и Май в 6-й Street Fighter с двух ног влетели, а первый себя даже очень комфортно чувствует. К тому же, в новом файтинге Fatal Fury тоже добавляются персонажи из Street Fighter в качестве DLC. Да и видно, что Capcom прям постарались адаптировать того же Терри к своему файтану. Даже множество референсов взяли не только с игр, но и со старых аниме. Кстати, по серии The King of Fighters тоже было немало мультипликаций, и послужили этому далеко не игры основной серии, а мобилки и подсерия Maximum Impact. По сути, первая попытка реализовать KOF в 3D, причем очень даже неплохая, да и в отличие от остальных игр имела официальный английский дубляж. На мой взгляд, не самый удачный. По сути, вся эта подсерия нужна была, чтобы вкатиться в рынок 3D-файтингов и получить больше популярности за счет игроков из США. Но попытка не увенчалась каким-то успехом, и серия быстро загнулась, а люди, между прочим, реально ждали третьей части. То же самое касается китайской мобильной игры The King of Fighters Destiny, которая, по идее, объединяла в себе чуть ли не всю историю оригинальных частей, плюс выходил одноименный мультфильм, игры для починку, а в 2022 году так и вообще сиквел мульта обещали. Но что-то не заладилось, его просто-напросто молча отменили. А команде SNK надо было как-то двигаться дальше. Игроки устали от бесконечно повторяющихся пиксельных спрайтов. Пока геймеры вовсю обсасывали графонистый Tekken и 4-й Street Fighter, команда KOF не могла похвастаться чем-то, что могло бы завлечь других игроков, помимо основных фанатов серии. Потому, потратив несколько лет на переосмысление, в 2010 году они ультуют 13-й частью KOF, которая сушит любой полноценный файтинг, когда-либо существовавший. Все дело в том, что разработчики буквально нарисовали все спрайты заново, от персонажей до эффектов, сделав вместо очередного пиксельного файтинга более мультяшный, причем это вызвало дикий ажиотаж. И это я молчу про раскадрованные кат-сцены в стиле полноценного аниме, которые смотрятся очень вкусно. Механика отмены и других элементов была переосмыслена и доработана в лучшую сторону. Это до сих пор считается одной из самых знаковых частей в истории за счет своего стилизованного подхода, и здесь есть одни из самых крутых саундтреков за весь KOF. В общем и целом, файтинг тащит своей продуманной боевкой, графикой и целостным сюжетом. Да-да, кстати, полноценная история мод с кучей катсцен и грамотно расположенными боями зародились именно здесь. Просто почему-то многие привыкли считать, что основоположником такого режима является 9-й Mortal Kombat. Разработчики решили на этом не останавливаться и потратили еще несколько лет на разработку новой части, но уже в 3D. И вышло, скажем так, не очень. Даже несмотря на то, что режиссером игры выступил человек, ранее работавший над Street Fighter 4 от Capcom, игра очень сильно уступала по графике современным играм, так как была создана на более старом движке, в то время как остальные разработчики других файтанов уже давно перешли на Unreal Engine. Все вышло настолько плохо, что разработчикам понадобился еще год, чтобы доработать графику, и она выглядела бы более смотрибельно.
И после этого KOF получил поддержку в виде загружаемого контента, новых персонажей, альтернативных нарядов и патчей, улучшающих визуальное оформление игры. Потому The King of Fighters 14 получила в целом благоприятные отзывы, но была раскритикована за устаревшую графику. 14-й KOF не импонирует фанатам серии по причине того, что пропало много устоявшихся персонажей серии, а практически все новички — это просто бездушная калька, слизанная с 4-го Street Fighter. Ну серьезно. И я говорю не просто так, ведь среди новичков 14-й части в следующую в основной ростер попал всего один. Ну и еще вот эту вот розово-блевотную раскраску тоже добавили, правда, в другом дизайне. О, да, мы ведь уже на финальной части. В 2022 году вышел The King of Fighters 15. Последняя часть на данный момент. Не всем может нравиться местное околоанимешное 3D, но вам точно понравятся крутые классические и не только персонажи, не говоря уже о механике и всем остальном. В целом не вижу смысла распинаться о том, насколько большой вклад вносит эта игра, ведь вы сами можете ее попробовать. Достаточно уже офигеть с большого списка персонажей и DLC, которые еще выходят. Помимо KOF, разработчики в данный момент трудятся над новой частью серии Fatal Fury, которую не трогали аж 25 лет. В настоящий момент игроки активно играют в 98 и 2002 KOF. Первая часто используется для проведения турниров, а во второй есть отмены, которыми так любят пользоваться продвинутые игроки. Ну и конечно же KOF 15. Все так же держит планку, ведь это самая лучшая часть KOF во всех аспектах. От огромного количества бойцов и графики до продуманной механики, которую разработчики обновляют и совершенствуют до сих пор. Какое будущее ждет SNK? По заявлениям разработчиков, сейчас основные силы сосредоточены вокруг новой части Fatal Fury, ну и для KOF 15 они планируют добавить еще персонажей, и уже выходил трейлер с концепт-артами двух вернувшихся бойцов. Но закончится ли на них все, или же будет еще контент? Пока неизвестно, но будем надеяться на лучшее. В любом случае, если вы никогда не играли в KOF, то можете начать свое ознакомление с 15 части, так как она более податлива для новых игроков, чем, к примеру, самая первая часть, к тому же 15-я часть имеет русский язык. И да, здесь есть наш слоняра, которого зовут Антонов, и это первый неклюквенный русский персонаж, который я встречаю в мире файтингов. Пока Зангиев дерется с медведями, а Драгунов собирает танки на бабушкиной даче, Антонов ведет бизнес и занимается рестлингом, а ну еще он в футбол на арене играет. Я бы мог вам рассказать еще про боссов, крутецкий сюжет, отсылки и многое другое, но мне кажется, вы уже видели достаточно, чтобы заинтересоваться игрой, даже если вы не сильно любите файтинг. Ну и к тому же всему свое время. Данный ролик приурочен не только к дебюту этого канала, но и к годовщине KOF, ведь юбиляру уже исполнилось 30 лет, и разработчики делятся различными игровыми материалами в своих соцсетях. А на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр, бойцы. Всем красивых комбо и безупречных побед. С вами был Витц. Всем пока.